Привет, друзья! Рад приветствовать вас на канале Power Device. Здесь мы прокачиваем и улучшаем наши Android-телефоны, а также разговариваем о их функциях. Сейчас расскажу вам о новых возможностях Gemini, они появились недавно. Там есть интересное. Во-первых, если вы первый раз смотрите такое видео и вообще не знаете, как установить на свой телефон искусственный интеллект Gemini, по этому поводу я уже снимал ролик на своем канале. Ссылку на это видео оставлю внизу в описании под этим роликом, пройдите посмотрите. Во-вторых, друзья, многие люди мне пишут в личные сообщения и говорят, что Gemini у них пропадает с рабочего стола. Не вижу в этом ничего страшного, так как Gemini вызывается, например, вот таким жестом. Либо вы можете поставить вот такой виджет и вызывать искусственный интеллект нажатием. Ссылку на приложение, которое позволяет установить данный виджет, оставлю также в описании. Еще, к примеру, если у вас телефон Xiaomi, Redmi или Poco, среднебюджетный или флагман, в настройках вы можете заходить в рабочий стол, способ навигации, выставлять здесь кнопки, тогда Gemini можно вызывать вот так. При всем этом данного приложения у меня также нет на рабочем столе, но оно работает. Итак, перейдем к основной части видео, что же нового появилось в Gemini. В первую очередь советую сделать следующее. Смотрите, у меня есть новое приложение Gemini. Я на нем удержу. Сейчас покажу его версию. Это версия 1.0.74.11 и так далее. Если на вашем смартфоне это приложение уже установлено и настроено, то вам нужно зайти в настройки, приложение, открываем поиск, по-английски пишем Gemini, посмотрите, какая версия у вас установлена. Если ваша версия ниже той, которую я вам только что показал, то вам нужно его обновить. Это последняя версия, в ней есть все новые функции и она лучше обновляется. Советую установить данное обновление. Как и все файлы, скину его в свой телеграм-канал Power Device. Ссылка будет в описании, не забудьте подписаться, если этого еще не сделали, чтобы не пропускать ничего интересного. Мы обновили Gemini на новую версию, идем дальше. К слову говоря, в прошлом ролике я уже показывал новые функции, которые появились в этом искусственном интеллекте. Например, появилась такая возможность прямо с заблокированного экрана, если телефон у вас лежит вообще где-то рядом и вы его не трогаете, вы можете сказать следующее. Окей, Google, позвони абоненту мама. Звоню маме. При этом, если у вас две сим-карты и какая-то из них выбрана как основная, то вот это окно даже не будет всплывать. Звонок полностью будет совершаться без вашего физического вмешательства. Это очень удобно. Итак, идем к самой новой функции, которая здесь появилась. Вызываем Gemini. Открываем Live общение. Шагаем назад. Во-первых, друзья, в новых версиях Gemini появилась вот такая вкладка 2.5 Pro. Эта версия отлично справляется со сложными задачами. Я поизучал, что она конкретно может. Google сообщают нам, что в основном это направлено на какие-то науки, например, на сложную математику, либо физику и так далее. То есть данная версия без проблем вам с этим поможет. Хотя и обычная версия также это может сделать, но это более продвинутая. Кстати говоря, добавлена эта функция 2.5 Pro для рекламы, то есть на постоянной основе использовать ее пока что нельзя. Она ограничивается некоторым временем, после чего у вас всплывет сообщение, что следующее использование можно будет совершить, например, в 15:00. А вот естественно старая версия работает постоянно, без ограничений. Итак, друзья, новая интересная функция заключается в том, когда мы нажимаем плюсик, например, открываем галерею, я загружаю сюда какую-то картинку, фотографию, либо изображение, без разницы. Теперь здесь появляется вот такое окошко «Обсудить в режиме Live». Добавляю. О, это же Mitsubishi Lancer Evolution X. Красивая машина. А что бы вы хотели узнать о ней? Ты можешь рассказать, сколько в ней лошадиных сил и крутящего момента? Стандартная версия Evo X имеет около 291 лошадиной силы и 407 Нм крутящего момента. Пока я поставил Gemini на паузу, в общем суть в том, что сейчас вы можете обсуждать какие-то изображения либо фотографии вот так, в лайв режиме. Например, с этой функцией можно общаться в следующем направлении. Открываем камеру, делаю снимок какого-то объекта, нажимаю «Применить», «Обсудить в режиме лайв». О, мышка Razer Des Eder. Удобная и точная, да? Как думаешь, ее стоит купить для домашнего использования?
Razer Death Adder – отличная мышь для любых задач, не только для игр. Она удобная, точная и прослужит долго. У нее есть какие-то слабые стороны? Кому-то может не понравиться ее форма, особенно если у них маленькая рука. Еще у нее нет дополнительных грузиков для регулировки веса, и она не беспроводная. Но в целом, это отличная мышь за свои деньги. На самом деле она сказала полную правду. Я этой мышкой пользуюсь уже около 10 лет. Ну не конкретно этой, а именно этой моделью. Таким образом, вы можете делать любые снимки каких-то объектов, изображений и так далее, и спрашивать, что это такое, как с этим работать и стоит ли это купить, например. Даже, например, если вы грибник и собираете грибы, вы можете сфоткать гриб, обсудить это в лайв-режиме, узнать, съедобный ли это гриб, если съедобный, как его приготовить. Похоже на гриб-головач. Он съедобный, но только пока молодой и белый внутри. Вы собираетесь его готовить? Как ты думаешь, стоит его брать и готовить? Головач-гриб съедобный, но только в молодом возрасте. У этого гриба уже раскрылась шляпка, поэтому я бы не советовала его брать. Сейчас, кстати, покажу еще одну функцию, и мне нужна будет ваша помощь по поводу нее. Сейчас объясню, о чем я. Но в целом, мое мнение таково, что Gemini растет и улучшает свои функции. Заметно, что Google над этим работают. Итак, друзья, смотрите, если я переключусь на новый режим 2.5 Pro, теперь нажимаю плюсик, файлы. Это еще одна функция, которая сюда добавлена. Беру какую-то электронную книгу, поддерживаются несколько форматов. Смотрите, появилась новая функция «Создать аудиопересказ». Нажимаю на нее. Именно в этом режиме 2.5 Pro данный пересказ создается, но почему-то у меня он не открывается. А вот в обычном режиме 2.0 этот пересказ вообще не создается. Она говорит, я не могу этого сделать. По идее, данная функция предназначена для того, если у вас есть электронная книга, вы ее вот таким образом загружаете в телефон в Gemini, и она вам будет ее читать. Попробуйте у себя потестировать данную функцию и, пожалуйста, отпишитесь в комментариях, работает ли она у вас. Нам всем будет интересно это узнать. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте их здесь в комментариях под этим видео, либо можете задать их в нашем телеграм-чате Power Device. Постараемся вам помочь. На этой ноте желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих видео. Пока-пока.